с тобой не раз проговаривали об увеличении транзита из России в страны Центральной Азии. Это и Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Вот давай об Узбекистане и о сотрудничестве в атомной энергетике. На прошлой неделе первый зам генерального директора по атомной энергетике Росатома, президента АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров в Ташкенте провел встречи с руководством УСАТОМа. Причем, я так понимаю, что был этот визит в течение нескольких дней, и в том числе посещали Джазакскую область, где должна возникнуть площадка под строительство атомных реакторов малой мощности. Вот расскажи, пожалуйста, какие новости оттуда? Я знаю, там было совещание у президента Шавката Мирзиёева, тоже по развитию атомной энергии. Я знаю, что были обсуждения по все-таки, по-моему, с МАГАТЭ о строительстве атомной электростанции большой мощности гигаваттной. Вот что у нас в сотрудничестве с Узбекистаном? Так, с чего бы даже начать? Действительно, очень большой визит, много встреч, много новостей. Из тех комментариев, которые я видел по проекту строительства атомных электростанций в Узбекистане, Узбекистан не потянет, у них не тот уровень развития. Вот специально для всех тех, кто не с нами, кто не знаком с реальными фактами, напоминаю, что Институт ядерной физики в Ташкенте был создан в 1956 году. С 1959 года успешно работает исследовательский реактор ВВР, 3 буквы без буквы «Э», потому что он не энергетический, СМ, модернизированный, работает совершенно спокойно. Это целая школа, идут исследования, идут наработки радиофармпрепаратов. То есть говорить о том, что в Узбекистане плохо знают, что такое атомная энергетика, точно не приходится. Опять же, для тех, кто, может быть, не в курсе, по итогам прошлого года объем добычи урановой руды в Узбекистане составил 3800 тонн. Это 6-е место в мире. Мы уже обсуждали, что подписаны новые контракты с французскими партнерами. Так что говорить о том, что Узбекистан новичок в атомном проекте, точно не приходится. У реактора достаточно интересная судьба. В 1959 году, когда его запускали, у него была мощность 2 мегаватта. В 1988 году специалисты Института ядерной физики в Ташкенте, специалисты Курчатовского института придумали немножечко новое топливо, и он вышел на мощность в 10 мегаватт. Это могло происходить только в 1988 году, когда отношения с МАГАТЭ у Советского Союза были несколько иными, чем в Российской Федерации. В МАГАТЭ обогащение топлива реактора в Ташкенте по содержанию делящегося изотопа уран-235 было 90%. Оружейный уровень. После того, как уже после 1991 года начали по-иному выстраивать отношения с МАГАТЭ. В МАГАТЭ, как бы это помягче сказать, глаза на лоб полезли от такой красоты. Потребовали вообще остановить, вывести. Институт ядерной физики Узбекистана и Институт Курчатова немножечко подумали. Он работает на 10 мегаваттах мощности. Обогащение по урану-235 20%. Мы вписались в рамки МАГАТЭ, не снижая мощность. Были разговоры о том, что срок службы закончится в 2022 году. Он продолжает работать, потому что начиная с 2017 года в результате нескольких визитов инспекторов, именно инспекторов, не политических каких-то фигур от МАГАТЭ, все было проверено, все было исследовано. В 2022 году прибыло новое топливо. Он продолжает успешно работать. Лицензии продлены до 2030 года. Что касается кто приезжал от МАГАТЭ, есть у них там нечто с аббревиатурой САЛТО, ИР, на русский язык переводится «Миссия по экспертной оценке аспектов безотказности долгосрочной эксплуатации исследовательских реакторов». Так что это еще одно событие, которое мы как-то у себя не увидели, а в Ташкенте всем довольны. Что касается подготовки специалистов, вот собственная научная школа, да, работа по материаловедению, там достаточно хорошая плотность потока нейтронов, 10 в 15 в секунду на квадратный сантиметр, там можно поработать. Идут наработки изотопов, полезных для медицины, и, вероятнее всего, начнется выпуск и собственных радиофармпрепаратов. Там, опять же, разрешение со стороны МАГАТЭ на эти все получено.
Так что рассказывать, что Узбекистан вот только вчера узнал про атомную энергетику, можно, если использовать мозговой аппарат облегченного образца. Разве что. Теперь, что касается майского прошлого года, межправительственного соглашения по строительству атомной станции малой мощности в Жизакской области. Действительно, достаточно неожиданное решение. Изначально речь шла о 2 реакторах ВВР-1200. Почему такое решение принято? Ну, во-первых, значение. Давайте сразу уже. Проект уникальный. Одна из новых тем, одна из самых таких перспективных, как считают во всем мире, это строительство атомных станций малой мощности, потому что это дешевле, это быстрее, это возможность основную часть работы проводить в заводских условиях. Готовится площадка. В максимально собранном виде поступает и реакторная установка, и турбинная часть. То есть быстро, просто. Почему это выгодно Узбекистану? Появляется собственный опыт, появляются свои специалисты, не перегружается объединенная энергосистема. У меня сейчас нет свежих данных по 1 января 2025 года, но на 1 января 2024 года установленная мощность объединенной энергосистемы Узбекистана составляла 17 900 мегаватт. То есть 2,5 мегаватта, но это довольно заметно. Для Жизакской области вот появляется такой источник, значит, нужно строить новые линии электропередач, вписывать его в работу объединенной энергосистемы. Вот такое решение. Решение, на мой взгляд, более чем оправданное, потому что на день сегодняшний в мире разрабатывается почти 60 проектов атомных станций малой мощности, но в железе, в металле нигде ничего не воплощено. Больше того, на день сегодняшний только один из таких проектов получил одобрение государственного регулятора. Причем сейчас с глобализацией у нас немножко по-разному получается. Проект английский, а разрешение получено в Канаде. То есть вот так все своеобразно, но к работе еще никто не приступал. Здесь, во-первых, Росатом подтверждает свое лидерство. Пока вы все думаете, лицензируетесь, мы просто будем строить и все. Напомню, что вероятнее всего 2 блока будет построено Ритм-200М. Ритм-200 – это реакторы, которые работают на наших новейших атомных ледоколов. Буква Н – наземный. Уже начата работа в Якутии. Сейчас 3 страны участвуют в переговорах, о которых мы можем только догадываться. Я думаю, что там торговля идет по поводу стоимости электроэнергии. Заказчиком не является Российская Федерация. Заказчиком является одна из дочерних компаний холдинга «Селегдар», который намерен добывать там золото. Это, напоминаю, делается для месторождения Кючус. Это крупнейшее неразрабатываемое месторождение золота. Там же рядышком есть крупное месторождение олова. То есть, если обо всем договорятся, то это будет территориально-производственный комплекс на базе 2 малых атомных реакторов. Такого в истории не было еще. Но это зарубежный заказ и сразу 6 блоков. Почему Узбекистан решил остановиться, Узатом решил остановиться на этом? Это референтные блоки. Ритм-200, 4 ледокола уже работают. Якутия проходит ходовые испытания. Я думаю, что еще до лета вольется в состав Атомфлота. Реакторы, работающие в условиях Северного Ледовитого океана, когда нужно крошить лед, когда ветра, когда крен, когда надо менять мощность и так далее. Более проверенный вариант трудно найти. Я думаю, что... Если позволишь, буквально ремарка. Где-то я на этой неделе видел, что Якутия вот-вот уже закончит все испытания и уже пойдет под флаг. В Узбекистане сильно подозреваю, что у них наклонять реактор никто не будет. Он продолжает работать при крении в 28 градусов. Это в Узбекистане вряд ли. Льды по корпусу реактора тоже не ударят. То есть для реактора Ритм-200 в Узбекистане просто курортные условия. Его никто не бьет, не трясет. Насчет трясет мы же помним, все-таки большое землетрясение, но... Кто бы спорил. То есть реактор, который выдерживает морскую качку, крен, смену мощности при этом одновременно, он явно ко всему готов. Лицензирование со стороны нашего надзорного органа в Российской Федерации уже получено. То есть строительство в Якутии идет по полной программе. Тем более, что
Приезжали из Узбекистана, из Узатома и в Нижний Новгород. Отдельное конструкторское бюро имени Игоря Африкантова. Смотрели, как там производится оборудование. Приезжали в Подольск, смотрели, как собирают корпуса. Здесь надо отдать должное узбекским специалистам. Ездят, смотрят, изучают. Когда речь шла о реакторе ВВР-1200, несколько визитов было на Ленинградскую атомную электростанцию. 2 блока работают. На Нововоронежскую. Немножко разные варианты одного и того же блока. Там морская вода, в Нововоронеже речное, так скажем, охлаждение. И потом мы в Белоруссию поехали, посмотрели, как там вписывалось в объединенную энергосистему. То есть вот Узбекистан подходит так очень и очень качественно. Что касается прочих особенностей, нет межгосударственного кредита. Узбекистан сам решает вопросы с финансированием. Не самые простые вопросы. На день сегодняшний пока до конца не определились, какой окажется конечная сумма. Поскольку Росатом всего-навсего генеральный подрядчик, давайте решайте сами. Тем более, что, разумеется, напряжение из-за антироссийской истерии повсеместной тоже есть, тоже давит на руководство Узбекистана. Как-то вот так вот взяли и решили работать с Россией. Что за ужас такой? Не исключено, что касается турбинной, то есть, электрической части, так скажем, будет не из России поставлена, либо из Европы, какой-нибудь из компаний, либо из Китая. Но с учетом того, как лихо поработал с турбинной частью Siemens на атомной электростанции Аккую, что-то у меня есть подозрение, что все-таки это будет из Китая. Не будет никаких дополнительных трудностей, Узбекистан сам себе придумывает. Да и поближе. Да, поближе, оно и как-то и попривычнее, тем более, что, напомню, сотрудничество России и Китая в атомной энергетике стартовало в 1999 году, где аккуратно именно в атомной энергетике, там у атома несколько лиц, вот там другое лицо с Китаем начало сотрудничать куда как раньше. То есть люди друг друга знают, тем более, что и на Аккую, когда произошел вот этот очередной обман со стороны немецкой компании, немецкие компании, собственно говоря, для этого и нужны, чтобы всех обманывать, кого только можно, подстраховали именно китайские машиностроители. Вероятнее всего, что вот этот этап Узбекистан благополучно пройдет. Одна из причин — референтный блок, который способен работать при серьезнейших внешних нагрузках, прикачке и прочее, прочее. Но еще одно из таких серьезных отличий реактора РИТМ-200 от больших атомных реакторов — он способен работать при 30% нагрузки. Не меняется уровень безопасности, все в полном порядке. То есть это будет не просто атомная электростанция мощностью 330 мегаватт, когда все 6 блоков вольются, но даже если снизить нагрузку до 100 мегаватт, ничего не произойдет. Это маневренная атомная электростанция. Это вообще уникальная совершенно вещь. Судя по тому, что мы услышали со стороны Узатома, от Атомстройэкспорта, общестроительные работы будут доверены, вероятнее всего, узбекским специалистам. И это тоже достаточно серьезно и для Узбекистана, и для России. Известно, что идут переговоры о строительстве атомных станций малой мощности с Киргизией, с Мьянмой, еще какие-то неназванные пока республики. Я думаю, что Росатом не будет торопить события. Вот когда документы будут подписаны, тогда будет ясно. И появляются первые специалисты, которые знают, как строить такую атомную электростанцию. Росатом вряд ли будет отказываться. На примере Белоруссии мы уже видели, как строили белорусские компании собственную атомную электростанцию. Белорусские компании сейчас работают в Бангладеш. В Египте готовы к десантированию в Венгрию. То есть вот не думаю, что это может каким-то образом навредить Узбекистану. У них появятся уникальные специалисты, умеющие строить атомные станции малой мощности. Штучный товар, таких больше нет. Или еще нет. Что касается подготовки специалистов на эксплуатацию, напомню, что единственный зарубежный филиал Московского инженерно-физического института, опорного вуза Росатома, это Ташкент. Там немножечко другое название, Туринский политехнический университет. Не знаю, почему его так назвали, но как назвали, так и назвали. С 1 сентября 2023 года работает 4 специальности. Сейчас 300 студентов обучаются.
То есть, заканчивая обучение, они могут и практиковаться, проходить стажировку, проходить практику на собственной атомной электростанции. И, как отметил господин Петров, переговоры по большой атомной электростанции никто не прекращает. Мало того, сейчас, я так понимаю, что переговоры шли наверняка давным-давно, но сейчас мы узнали о том, что вероятнее всего работать на ядерном топливе будет из давальческого сырья. То есть Узбекистан сам уран добыл, в руки Росатома передал, получил обратно готовое топливо. Напомню, что это тоже будет топливо с обогащением по урану 235-го 19,75%. Тут с диверсификацией точно ничего не получится, кроме Росатома такого никто не производит. В этом отношении тоже неплохо. Что лично меня удивило, это то, что совсем недавно руководитель Узатома Ахим Хаджиев Азим дал часовое интервью узбекистанскому блогеру. Вот глава Росатома и да, пришел в студию и совершенно 1,5 часа уверенно интервью понравилось. Да, человек не из отрасли, он организатор, он менеджер, как сейчас это принято говорить. Ну, напомню, что у нашего спецпроекта тоже руководитель был отнюдь не физик-атомщик, у него другая специальность была. Архитектор он был по образованию или строитель, что-то такое. Достаточно молодой человек, видно, что ему все это нравится, видно впечатление, которое он получает от такого уровня технологии, достаточно сложные переговоры по финансированию, не будет один источник, там как-то все достаточно сложно, не буду сейчас комментировать, вот когда они завершатся все переговоры, тогда и услышим. Что меня удивило, что то, что он сообщил, что начаты переговоры о строительстве атомных станций малой мощности с американскими компаниями. Я очень так оптимистично настроен. Ну, переговоры можно, конечно, продолжать, я не спорю, но на всякий случай в очередной раз напоминаю, что по законодательству Соединенных Штатов Америки обогащенное ядерное топливо является высокоактивным отходом, переработки не подлежит. Соответственно, если атомная станция от американская компания не имеет права забирать обогащенное ядерное топливо на переработку. Вот у вас атомная станция работала, вы все проблемы решаете. Что касается Джизакской области, там все-то вполне традиционно. Росатом всегда предлагает договор о переработке облученного ядерного топлива, отработала, положенное время в бассейне выдержки отлежала, убыла в Россию, после переработки возвращается то, что на день сегодняшний переработать нельзя, высокоактивные отходы. Но поскольку в 2028 году должен начать работать комплекс в Северске на базе реактора Брест-300, то не исключено, что и это уже можно будет по отдельному договору оставить в России реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Вот эти, ну, так скажем, радиоактивные яды, младшие актиниды, минорные актиниды способен вполне уверенно перерабатывать в менее опасные вещества. Так что с этой стороны подбор хорош. Что я еще обязан отметить, мне всегда казалось, что в Узбекистане они так неторопливо, оказывается, торопливо. И к началу строительства атомной электростанции республика была более чем готова. Еще с 2020 года Росгидро, Ленгидропроект, который в свое время спроектировал целый ряд гидроэлектростанций на территории тогда Средней Азии, по заказу правительства Узбекистана проводило исследования в поисках мест, где можно строить гидроаккумулирующие электростанции. Гидроаккумулирующие электростанции, напомню, могут работать в двух режимах. Сброс воды сверху вниз – это выработка электроэнергии, в ночное время излишки электроэнергии в сети, включаются насосы, и вода из нижнего бассейна поднимается наверх. Росгидро, подняв те документы, которые были еще в советские времена разработаны, перепроверив все это, в мае прошлого года отчитался перед заказчиком о том, что в общей сложности на территории Узбекистана можно построить 19 гидроаккумулирующих электростанций. 19, вот эта цифра меня просто добила. Для тех, кто не в курсе, в России 3 гидроаккумулирующих электростанции. Там можно построить 19. Нечто выдающееся. И в мае прошлого года, во время
визита Владимира Владимировича Путина в Ташкент договора подписывал не только договоры, я знаю, что частенько неверно произношу, подписывал не только Росатом, но и Росгидро. Первое, что пойдет в строительство, Айдаркульская гидроаккумулирующая электростанция в Джизакской области. Все тот же Джизак. Да, то есть вот у нас атомная электростанция, вот то, что способно брать ночью нагрузку. Понятно, что оптимальный режим работы для атомной электростанции одна и та же нагрузка в течение 24 часов. Турбинная мощность Айдаркульской гидроаккумулирующей электростанции 250 мегаватт. Утренний пик всем нужно, сбросили воду вниз. Насосная мощность 300 мегаватт. Мощность атомной станции малой мощности 330, насосная мощность. То есть он может забрать всю ночную нагрузку на себя. И тут же начинается разработка технико-экономического обоснования для второй Каратеренская гидроаккумулирующая электростанция. Там запоминать проще. 500 мегаватт турбинная мощность, 500 мегаватт насосная мощность. Это еще гигаватт, который можно использовать для того, чтобы, допустим, регулировать климатически зависимую солнечную генерацию, для примера сказать. Но в случае с Джизакской области еще и атомная электростанция способна маневрировать мощностью. То есть такой подготовки к строительству солнечных электростанций я нигде не видел. То есть вот здесь вот с таким запасом все это делается. Если исходить из тех расчетов, из математических моделей, которые сделал системный оператор в России, при превышении доли климатически зависимой генерации в 12,5%, начинается кратно растет спрос на строительство линии электропередач, чтобы балансировать, либо на строительство балансирующих мощностей, гидроаккумулирующих электростанций. По планам, которые озвучены правительством Узбекистана к 30 году, 50% энергии должны вырабатываться на зеленых электростанциях. Теперь большой вопрос, что именно правительство Узбекистана будет называть зеленой генерацией. Ну, насколько я понимаю, все подходит под этот термин, и да, с учетом того, что малой мощности, и гидроаккумулирующие, с учетом того, что даже Евросоюз признал атомную генерацию безуглеродной, то есть прошло 70 лет с момента начала работы первой атомной электростанции, и в Еврокомиссии обнаружили, что там, оказывается, углекислый газ не выделяется при делении ядер урана. От души поздравляю всю Европейскую комиссию, вы молодцы, быстро дошло. Если вот так учесть, то действительно Узбекистан вполне способен выйти на такие показатели. Ну и говоря о том, как выглядит развитие Джизакской области, нужно же не только генерировать, нужны потребители. В конце прошлого года был визит господина Мирзиёева в Джизакскую область, он озвучил то, что собирается финансировать государство, без вот этих конкурсов, тендеров, прочего. Там есть автомобильный завод, причем, как это сейчас называется, не одну какую-то модель выпускает, там Renault, там Kia, я так понимаю, там Lada, мультимодальный, вот правильное слово. Количество новых рабочих мест к 30 году 120 тысяч человек. Ого. То есть потребление тоже предусмотрено. И чтобы уж совсем было понятно, в той же Джизакской области в прошлом году приступили к строительству газовой электростанции мощностью 550 мегаватт. Это Турция, 520 мегаватт, простите. Это Турция, откуда возьмется газ, тоже уже известно. Ну и кроме того, компания из Объединенных Арабских Эмиратов Масдар подписала документы о строительстве в Джизакской области солнечной электростанции общей мощностью 220 мегаватт. С учетом строящихся гидроаккумулирующих электростанций Узбекистан себе точно это может позволить. Специально для этого рассказываю, потому что у нас в России есть уже 3 региона, где потенциально будет энергодефицит. Дальний Восток, Приморский край, Амурская область, то есть вот этот уголок, у нас нарастает дефицит на юге Сибири, у нас нарастает дефицит на юге. Вот, оцените, как подошли узбекистанские специалисты ко всему. Атомная электростанция, газовая, гидроаккумулирующая электростанция, солнечная электростанция и расширение мощностей завода в 10 раз. Ну и ты же упоминала
рудниках, разработках и прочее. То есть это тоже... То есть вот все одновременно, там будут и уже есть особая экономическая зона, то есть инвесторов там сейчас достаточное количество, а инвестор идет туда, где будет гарантировано, что все, что он туда привезет, будет работать, потому что ток точно дадут. То есть вот такой комплексный подход характерный разве что для времен плана ГЛРО.